Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодня мы поговорим на тему, какую профессию лучше выбрать меланхолику. Про самого меланхолика, кто он такой, как себя ведет в целом и что в нем особенного, у нас на канале есть отдельное видео. Вы можете перейти на него, нажав по подсказке справа вверху. Ну а в этом видео мы разберемся, какие же профессии лучше выбрать именно меланхолику. Меланхолик по своей натуре человек-перфекционист, хочет, чтобы все у него в этой жизни было идеально, чего достичь практически нереально. Сильно расстраивается от неудач и долго восстанавливается. В основном в любой компании меланхолик принимает позицию наблюдателя, а большую часть времени тратит на анализ чужих и собственных действий. Поэтому и профессии по типу тамада, официант или коуч-тренер явно ему не подойдут. Первая профессия, которая действительно подойдет меланхолику, называется программист. В ней ему будет достаточно легко проявить все свои качества темперамента. Никакого общения с людьми, только с техникой, да и то на языке программирования. Появилась неполадка в вычислительной технике, вызывают программиста. Игра перестала засчитывать добычу золота, обращаются к программисту. Приложение стало выдавать критические ошибки и вырубаться через 3 секунды после открытия, точно так же обращаются к программисту. Конечно, все 3 случая относятся к программистам, но разным по специализации. В любом случае, общаться во время создания игры ему придется с небольшим количеством людей, до 5 человек не больше. А это значит, что у него не будет лишнего напряжения и попытки давления со стороны, ведь с ним будут работать, скорее всего, такие же, как и меланхолики, ну или же на крайняк флегматики. Положительным фактором для меланхолика будет и то, что он на такой работе не будет иметь никаких физических нагрузок. Можно спокойно сесть, тщательно обдумывать каждое свое действие и только потом написать нужный ему код. Правда, нужно помнить, что выбрав профессию программиста, придется постоянно развиваться, изучать что-то новое, потому как век технологий информация очень быстро устаревает. И если остановиться в развитии хоть на неделю, то можно потерять полюбившуюся работу. Вторая профессия, которая подходит меланхолику, это архитектор. В этой профессии ему будет где развернуться и реализовать свои идеи. Общение с клиентами минимум, работа в команде с другими людьми будет дозирована. Получается, общение архитектора как начинается, так и заканчивается чисто деловым разговором. Что хочет заказчик? Можно ли реализовать идеи архитектора в здании, учитывая, что оно должно выглядеть красиво, быть удобным и, что немаловажно, вписываться в окружающую среду. В основном вся работа меланхолика будет заключаться в том, чтобы придумать новое здание и качественно разработать эскизный проект, чтобы идея архитектора оказалась на бумаге. Далее правильно начертить чертежи и разработать дальнейший план действий. С этим меланхолик справится на ура. Он устойчив, может длительное время заниматься монотонной работой, в данном случае расчетами, и внимателен к деталям, а значит сможет продумать все до мелочей. В профессии архитектора это очень важный показатель, потому как любая ошибка может стоить потом колоссальных затрат, на которые может пойти далеко не каждый заказчик. А меланхолик в свою очередь сможет помимо заработка обогатить себя как творчески, так и интеллектуально. Еще одна профессия, которая подходит меланхолику, это бухгалтер. Темперамент меланхолика и так предполагает кабинетную работу, а такая профессия, как бухгалтер, подвластна только ему. Другие темпераменты, даже если и займутся подобного рода деятельностью, в скором времени покинут ее. Потому как только меланхолик может выполнить очень много монотонной работы и ни разу не пожаловаться начальству. Достаточно вовремя дать ему отдохнуть, и меланхолик снова примется за создание бухгалтерских документов, проведет платежи через банк, а также начислит вовремя и правильно зарплату. Он отлично сможет разобраться с кассой и соответствующей документацией. Это незаменимый работник в любой организации, да и по правде говоря, на нем держится все. И начальник это прекрасно понимает, что найти хорошего бухгалтера на сегодняшний день – это как отыскать алмаз в пустыне. Есть, конечно, и минус этой работы. В отпуск уйти достаточно сложно, особенно если его хочется взять во время сдачи отчетов. Да и, скорее всего, у бухгалтера это не получится. Но, учитывая меланхолика и его тягу к совершенству, то у него подготавливается все заранее. Поэтому начальство и не особо-то ерепенится по поводу отпуска.
И последняя профессия, которая подходит меланхолику, это писатель. Конечно, сегодня это скорее не целенаправленная профессия, а подработка. Но можно как издавать собственные произведения, так и писать статьи на заказ или вести блог. Причем у кого-кого, но у меланхолика получится сочетать две профессии в одной. Например, веб-программирование плюс писательство. Для начала можно написать небольшое руководство или же короткое произведение, выставить его на продажу в интернете за символическую цену. Параллельно с этим изучать программирование и создавать свой собственный сайт. Заполнять на начальном этапе можно все своими статьями, а по итогу обзавестись своими копирайтерами и рерайтерами. Во времена интернета это достаточно прибыльная и интересная концепция, которая принесет меланхолику не только удовольствие, но и финансовую стабильность. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также пишите в комментариях, какая, по вашему мнению, профессия больше всего подходит меланхолику. На сегодня все. До скорой встречи. Пока-пока.